Привет, я Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ. В прошлом видео я вас спрашивал совета, как мне быстро набрать 1 000 000 подписчиков. Один из самых популярных комментариев был прийти к Юрию Дудю на интервью. Я не могу к Юрию прийти по двум причинам. Первое, он меня не звал, а вторая, я могу к нему приехать. Интервью зависит не от меня, поэтому я продолжаю искать идеи для того, как набрать быстро 1 000 000 подписчиков на YouTube, поэтому продолжайте скидывать в комменты свои предложения. Поехали! Мне тут попалось видео, как Владимир Жириновский пришел на Красную площадь. Видимо, почувствовал себя героем культового фильма «Зеленый слоник» и натурально решил накормить братишек. Да покушай. Посмотри, она не хочет, а другие хотят. Люди хотят, пусть покушают. Пусть покушают. Когда я видел этот ролик, посмотрел первый раз, у меня возникло такое двойственное чувство, и я до сих пор не могу понять, что более омерзительнее и что более позорно выглядит. Тот факт, что этот барин, весь такой холеный, богатый, идет по главной площади страны, как бы кидает орешки в вольер голодным мартышкам, которых он считает, видимо, людей. Или то, что эти люди тянут к нему руки, берут эту 1000 рублей и еще очень горячо благодарят за такую щедрость. Напишите в комментах о том, что вы считаете более гнусно, то, что он раздает деньги, или то, что эти деньги люди берут. Но у меня есть хорошие новости для тех, кто пропустил этот аттракцион невиданной щедрости. Мне тоже не досталась депутатская 1000 рублей. Для нас и для всех остальных сеть супермаркетов «Перекресток» совершила революционный шаг. Теперь продукты можно брать в кредит. Вам теперь не только нужно взять в ипотеку квартиру или телефон, вы теперь можете взять 20 килограмм пельменей и расплачиваться за них 5 лет, например. Также стоит уточнить, что эта практика брать еду в кредит, она уже в нашей стране относительно давно, но она была только в регионах. Там люди в небольших магазинах и городах уже относительно давно берут еду до так называемой получки. Но радует, что такие инновационные решения приходят в столицу и выходят на федеральный уровень. Порадуемся за это. Особенно важно, что эта новость о магазине «Перекресток» пришла во время Петербургского международного экономического форума, на котором собралась вся элита страны, от Игоря Ивановича Сечина до рэпера Фараона и других важных людей в нашей России. Они в окружении красивых девушек из Инстаграма, на вид напоминающих дам с пониженной социальной ответственностью, которые приехали туда, видимо, для того, чтобы найти человека, кто поможет им взять кредит на пельмени в Перекрестке, рассуждали о рывках, прыжках и всевозможных других акробатических кульбитах, которые совершает наша экономика. И, видимо, вот это решение Перекрестка, что продукты можно взять в кредит, это одно из достижений и такой настоящий экономический рывок. Порадуемся за это, все-таки сказочные наступают времена. Посмотрел очень хороший сериал «Чернобыль» от HBO. И хочу сказать следующее, что, конечно же, этот фильм должны были снимать в России, в нем должны были сниматься российские актеры, и он должен был снят на деньги Минкульта. Но, видимо, Министерству культуры некогда, они снимают говно, а потом борются и пытаются закрыть рты тем людям, которые их говно называют говном, как это сейчас происходит с YouTube-каналом Bad Но сейчас не об этом. Сейчас я хотел больше поговорить в целом о нашей культуре, а точнее о такой ее слепоте и аморфности к происходящим событиям в новейшей истории нашей страны. То есть у нас как-то вообще не принято рефлексировать над событиями, которые прошли. Мы не знаем, что было в Чернобыле, мы не знаем, что было в Афганистане, почему-то вошли войска, почему вышли, почему там они оставались. Мы не знаем, что было в 91 году, а что было в 93 году, что было в Чечне и другие важные события. То есть вот эти все судьбоносные исторические моменты, мы их никак не анализируем. И я сейчас говорю не о каких-то сухих цифрах и справках в учебниках в истории, а я именно говорю, как эти важнейшие моменты в нашей стране
проживали люди, что они делали в этот момент, что они чувствовали, на что они надеялись, кто принимал эти важные решения во власти, чем они руководствовались, какие у них были мотивы, какие последствия. А что было бы, если бы какой-то из этих и других событий не было, как бы мы жили? Потому что все, что я перечислил, это именно такие важные точки, без которых бы не было той России, какая она есть сейчас. Она была бы совершенно другая, и мне кажется, очень важно говорить об этом. А мы живем по принципу «прошло, и слава богу», то есть быстрее бы перевернуть страницу. От этого вся наша новейшая история напоминает такой бесконечный перевал Дятлова, где ответов больше, чем вопросов, и даже вопросы никто не пытается задавать. Ну, я уже говорил о YouTube-канале Bad хотел бы уделить еще ему немного времени. Я не понимаю, почему на Евгения Бажена оболчилась эта компания, которая снимает свои бесталанные фильмы, поскольку мне кажется, что они должны просто вставать на четвереньки перед Евгением и целовать ему ноги, а Женя должен брезгливо свои ноги отдергивать от их неприятных лиц. Я бы показал, как Женя должен отдергивать свои ноги от них, но не буду. Мне, наверное, лень. Без роликов Бэдкомедиана их бы вот эти фильмы, которые они снимают, посмотрели бы только 2 человека. Режиссер и продюсер этой картины. Я даже сомневаюсь, что они бы смогли на них загнать актерский состав, потому что актеры уже, наверное, зарплату получили и скажут: ребята, мы не будем тратить время на просмотр этого дерьма. Благодаря Евгению все вот эти фильмы, их, пускай не полностью, но хотя бы отрывки, посмотрела огромная многомиллионная аудитория. То есть Евгений попытался фильма, где абсолютно нет никакого сценария, его оттуда вычленить и сказать людям, что там вроде бы даже как бы и была какая-то идея, ну, пускай она глупая, примитивная и абсурдная, но все равно она была. То есть Евгений на самом деле им делал огромную услугу, и они ее почему-то не ценят. И это очевидно, потому что если люди снимают плохое кино, они, наверное, глупые люди, и раз не глупые люди, то они не могут трезво оценивать чужие поступки. Ну, я уже не буду вам напоминать, где находятся кнопки подписаться, где поставить лайк и колокольчик. Вы прекрасно знаете, где находятся комменты, где вы можете написать и оставить свое мнение. Идите спать, вам еще кредит на пельмени брать, а вы за колбасу не успели расплатиться.